Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Поздравляю всех с наступающим прекрасным праздником любви, красоты, женственности 8 марта, Международным женским днем. Желаю всем огромного счастья, света, любви, добра, гармонии, любящих мужчин рядом с вами. И чтобы все в вашей жизни складывалось замечательно, чтобы красивая, великолепная картина вашей жизни пазлик к пазлику складывалась с каждым прекрасным днем вашей жизни, и эта картина становилась все более яркой, красочной, интересной и впечатляющей. Сегодня будем делать расклад. Да, девочки, вызов мужчины, потому что эта тема побила все остальные в комментариях в предыдущие дни. Очень многие из вас хотят посмотреть сделать именно вызов в преддверии 8 марта, потому что очень многие девочки находятся сейчас в расставании со своим мужчиной любимым и хотят получить от него известие. Но очень многие из вас могут находиться сейчас без партнера, без любимого мужчины и хотели бы встретить свою любовь. Сегодня у нас будет универсальный расклад. Сегодняшний расклад подойдет также и для девочек, которые находятся в деструктивных отношениях и понимают, что больше так невозможно, и хотят встретить новую любовь. Человека, который будет хорошим клином и вышибет тот самый деструктивный клин из вашей жизни. В общем, сегодня будет универсальный расклад. Это будет вызов мужчины, в принципе, мужчины, который любит вас, которого можете полюбить вы или любите вы, с которым вы можете быть счастливы. Это призыв любви в вашу жизнь. Будь то теперешний ваш мужчина или же новый мужчина, самая главная наша задача, чтобы любовь, чтобы ваш мужчина, ваш единственный, неповторимый, тот самый, да, пускай будет принц на белом коне, который усадит вас на этого белого коня и увезет в свое 10-е царство государство, и там вы вместе станете императором и императрицей. И будете править своей империей. Вот такой расклад у нас сегодня будет. Универсальный, девочки, абсолютно будет для всех. Немножко другой формат. Праздничный расклад. Пожалуйста, сосредоточьтесь на себе любимых. Конечно, если вы хотите вызвать определенного мужчину, то можете еще подумать о нем, конечно же. Даже нужно подумать о нем, если хотите прям его вызвать. И если же вы хотите, в принципе, любовь в свою жизнь, то просто давайте попросим высшие силы о благословении, о помощи. Они всегда слышат нас. И я уверена, что вызов сработает обязательно у каждого, кто по-настоящему верит. Огромный поток энергии сегодня мы отправим во Вселенную, собираем в пучок, в огромный мощный поток всю нашу энергию и просим Вселенную о помощи. Да придет в жизнь каждой девушки, женщины и мужчины тоже, конечно, любовь, настоящая любовь. После этого расклада настраиваемся на позитив исключительно. Ну вот так и есть дно колоды. Это фон расклада, двойка мечей. Смотрите, какая здесь девушка с завязанными глазами, перекрещенные мечи. И непонятно, куда двигаться дальше. Большинство из сегодняшних зрителей находятся именно в такой ситуации. О чем это может быть речь? Да? О чем идет речь? О том, что не понимаете, куда дальше двигаться, о том, что не знаете, что будет дальше, о том, что, возможно, вы зашли в тупик в отношениях со своим мужчиной. Возможно, еще вы слепы в чем-то, вы не видите истинного положения, истинной картины, истины происходящего вообще в вашей жизни. Что-то очень важное от вас ускользает. Очень многие из вас хотят уже наконец-то эту повязку с глаз снять и увидеть свет Божий. Наконец-то увидеть свет в конце туннеля. Наконец-то увидеть широкий, красивый, светлый, большой путь счастья, по которому вы с удовольствием бы пошли своими прелестными ножками вперед. Чудесное будущее. Но сейчас ситуация несколько, конечно, другая по этому аркану. Дорога эта вряд ли открыта, или же вы ее не видите из-за того, что слепы по каким-то причинам. Вполне возможно, в вашем окружении есть человек такой, с которым вы могли бы быть счастливы, но вы его не замечаете. В общем, здесь может быть много, конечно, разных направлений, но смысл один.
А теперь давайте будем искать вас и его. Императрица и император, как всегда, вы. И тот самый ваш единственный, неповторимый, суженый, ряженый. Тот мужчина, с которым вам суждено быть счастливой. Где ты, мужчина? Кто из вас хочет встретить друг друга быстрее? Вы или он? Вот сейчас посмотрим. Император или императрица? Что-то и вы, и он где-то далеко. Император. Император, девочки. Между прочим, ваш мужчина тоже находится в состоянии ожидания, возможно, поиска. Но больше здесь мечты о том, что она есть его любимая женщина. Или же, если это ваш мужчина, с которым вы сейчас в отношениях, значит, думает об ускорении отношений, о налаживании отношений. Если в расставании, то значит о том, чтобы как-то с вами помириться, сойтись. Но вы полностью в семейных энергиях, девочки. Полностью в семейных энергиях. Вполне возможно, вы та женщина, у которой есть семейный опыт, опыт семейных отношений. Смотрите, вы вышли императрица, красавица. И с двумя семейными арканами. Вы можете быть семейной, вы можете быть замужем. Ну, допустим, вы несчастливы в своем браке. Или же у вас произошли проблемы с вашим мужем, и вы сейчас смотрите расклад для того, чтобы наладить с ним отношения. Или наоборот, хотите уже выйти из этого порочного, так сказать, круга, если вам плохо в этих отношениях, и вы хотите наконец-то завершить. Но вы человек семейной энергетики. Или не свободный, действительно замужем, или есть у вас опыт семейной жизни, или же вы в принципе хотите семьи. Если вы не имеете мужа, нет у вас ни мужа, ни детей, значит, вы просто человек глубоко семейных энергий. И отношения как таковые с мужчиной, вам нужен не поверхностный роман, просто флирт, мальчик на одну ночь, или просто такие отношения свободные. Нет, это абсолютно не о вас. Вы хотите семьи, вы хотите, чтобы у вас был дом, полная чаша. Вы хотите, чтобы у вас были детки. Вы хотите, чтобы вы вместе проводили любой миг, когда у вас есть свободное время, и вам, чтобы было хорошо вместе, чтобы проводили вместе выходные, вечера, чтобы у вас была дружная семья. Вы такой человек. Вы теплых семейных энергий человек. А мужчина ваш император, вот он наш красавец вышел. Не знаю, красавец ли у вас, но у нас красавец. Здесь мужчина в ожидании чего-то находится. Конфликтует сам с собой. Тоже у него есть некое такое ожидание чуда, а вдруг или с вами наладится, или если вы в расставании, вы вновь помиритесь, к примеру. Он может обладать, этот человек, очень таким, можно сказать, беспокойным темпераментом, но это не значит, что плохим темпераментом, вовсе нет. Это не значит, что он слишком вспыльчивый или слишком ревнивый, но все-таки немножко какая-то здесь у нас как торопливость его, нетерпение, нетерпеливость его показывает этого мужчины. И он, если вы с ним еще не знакомы, и он тоже находится в поиске своей любимой женщины, то он действительно смотрит вперед куда-то за горизонт и думает, где она моя любимая. Если же это мужчина, с которым вы в отношениях, значит, он может переживать, ревновать, волноваться и хотеть с вами выйти на контакт или что-то изменить в отношениях. Что вас с вашим мужчиной, объединяет? С тем мужчиной, который может быть вашей судьбой, может быть вашим любимым, может быть вашим неповторимым. Вы оба рисковаты, вы оба можете принимать поспешные решения. Ну, в общем, темперамент здесь ого, и у вас, и у него. Вот над этим вполне возможно надо будет поработать. Вы можете ревновать, он может ревновать. Вы можете вспылить не по делу или по делу, он может вспылить. То есть вас связывает как раз вот такой довольно беспокойный темперамент. Это неплохо, вовсе нет. Все мы обладаем такими качествами. Но вам над этим моментом именно, возможно, нужно немножко как бы поработать, потому что если столкнутся два человека характерами с вот таким объединяющим арканом, то, конечно, искры могут лететь во все стороны. Будем надеяться, что только в хорошем смысле этого слова. Готовы ли вы к любви? К восстановлению отношений с теперешним партнером? Или же ко встрече нового? Готовы ли вы? Готов ли этот мужчина
или к восстановлению с вами, или встрече новой любви. Однозначно. И вы, и он. Только у вас идет более страстная энергетика, энергия жгучей страсти, огня. У вас огромное желание есть. Или же помириться с вашим теперешним мужчиной, с которым вы в отношениях. Или же встретить нового. Но здесь очень-очень бурное, очень такое конкретное желание, яркое очень желание, чтобы это произошло, чтобы наконец-то это в вашей жизни случилось. И даже более того, если для этого нужны некие действия активные, то вы готовы даже на какие-то действия в этом плане. Мужчина, да, да. Если это тот мужчина, с которым у вас сейчас недоразумение, и вы вызываете его, потому что он исчез по какой-то причине, перестали общаться, у мужчины есть огромное желание с вами помириться. Примирение, посмотрите, двойка кубков. Любящая пара, как они друг на друга смотрят, как они обнимаются. Это пара, это любовь. Безусловно, этот человек хочет с вами восстановить отношения. Если же речь идет о том самом одиноком страннике, путнике, который ищет вас, свою звезду, то да, мужчина истосковался, измучился в поисках своей любви. Он хочет, наконец, найти пристанище свое, тихую гавань, свою любимую женщину, с которой ему будет тепло, уютно, хорошо, спокойно. И вы, мужчина, здесь готовы. Поэтому, можно сказать, энергии Вселенной сейчас вам в помощь. Если бы нам сейчас показали неготовность вашу и его, было бы, конечно, все сложнее. Оказывают ли поддержку вам высшие силы сейчас? Давайте-ка посмотрим. Да, конечно, оказывают. Безусловно. И вам высшие силы сейчас говорят, вы вообще не бойтесь ничего, не бойтесь дерзать, мечтать, не бойтесь брать инициативу в чем-то в свои руки, даже в отношениях. Не бойтесь думать о том, что вы заслуживаете лучшего. Это аркан масштаба очень большого масштаба. Поиска, конечно, себя, поиска своей половины, предчувствие того, что вы вот-вот встретите. Поддержка от высших сил, конечно, у вас есть, безусловно, есть. Смотрите-ка, десятка кубков, потому что высшие силы считают, что вы, мало того, что вы достойны действительно настоящих, красивых, глубоких, честных, щедрых отношений, взаимощедрых, вы не только созрели для них, но вы еще и достойны этих отношений. И по этим арканам я вам могу сказать, что верьте в себя. Это еще для вас идет вот так. Верьте, не сомневайтесь в том, что вы этого достойны, не сомневайтесь в том, что ваш мужчина, он действительно существует на белом свете, и он обязательно в вашей жизни объявится. Он придет в нужный момент. Или же тот человек, которого вы хотели бы, чтобы он вернулся в вашу жизнь, потому что любите, потому что считаете, что он любит вас, возможно, так действительно есть, и так действительно и есть, потому что у него двойка кубков здесь вышла. Над чем еще вам нужно поработать? Что, возможно, в себе нужно изменить для того, чтобы быть готовой ко встрече этого мужчины? Что нужно сделать? Девочки, выходит королева мечей. Королева мечей, да, это, конечно, не мягкая, пушистая, беленькая кошечка нежная, королева кубков. Но королевы кубков, они бывают порой слишком наивны, слишком растворяются в мужчине, и ими могут даже, страшно это говорить, но тем не менее, воспользоваться нечистоплотные, нечестные, нехорошие мужчины. То есть она очень часто надевает огромные розовые очки на свой прелестный носик и может попадать в руки к абьюзеру. Так вот, вы выходите королевой мечей на этот вопрос. Трезво мыслите. Вам нужно обратить внимание на то, что когда вы встретите того самого единственного и неповторимого, или к вам вернется ваш любимый мужчина после вызова, да и вообще, если так посчитают нужным высшие силы, здесь нужно включать здравый рассудок. Не нужно растворяться полностью в этом мужчине и поддаваться на эмоции. Эмоции — это замечательно, прекрасно. Все мы хотим этих пресловутых бабочек в животе, эмоционального подъема. Порой приходит такое вдохновение, что мы не можем ничего с собой поделать. Но все-таки включайте разум. Включайте разум, будьте разумны. Да, любовь никто не отменял, эмоции никто не отменял, но все-таки старайтесь не слишком
растворяться в этих эмоциях, потому что вы можете потерять себя. Включайте все-таки разум. Где-то в чем-то, возможно, даже и здравый расчет, в хорошем смысле этого слова. То есть здравомыслие, холодность вашего рассудка. Я понимаю, что сложно говорить об этом влюбленной женщине, но все-таки, раз вам это показывают, то вам больше здравомыслия, больше такого здравого анализа. Помните просто об этом. А ему, вашему мужчине, над чем надо бы поработать? Вот вам не хватает качеств королевы мечей. А ему над чем поработать? А ему нужно поработать над тем, чтобы более открытым быть. Тот мужчина, уже получивший некий сложный опыт в жизни, он может быстро закрывать свое сердце и бояться впускать кого-либо в свое сердце. Вот до тех пор, пока он вас встретит, ему эту проблемку, конечно, надо решить. А он понимает, что у него такая проблема есть? Он понимает, но он не хочет это признать. Здесь такой человек с характером весьма и весьма. Но тем не менее он способен ради любимой женщины, когда он действительно поймет, что это любимая женщина. Мы ведь все не идеальны, и этот мужчина, он тоже не идеален. Но ради любимой женщины он готов даже что-то конкретно изменить в себе, пойти на, возможно, в чем-то ее условия, тоже в хорошем смысле этого слова, то есть учитывать желание, учитывать темперамент своей любимой женщины и все-таки учитывать то, что ей хотелось бы больше открытости. Ну, ему придется просто научиться быть более открытым человеком. Хорошо, давайте-ка спросим с точки зрения высших сил, какие отношения с этим человеком у вас, как они могут начаться? Или же, когда вы восстановите отношения со своим теперешним партнером, как будет дальше, да? Резко. Здесь резко, очень внезапно может появиться ваш мужчина, которого вы ждете сейчас. И резко, очень внезапно также может появиться в вашей жизни новый мужчина, новая любовь. И в том и в другом случае это произойдет для вас неожиданно. Возможно, вы ждете прямо сейчас, да, смотрите расклад, и он может действительно появиться, мужчина, и во время расклада. Но самое главное, переломный такой момент в ваших отношениях, он случится в тот момент, когда вы не ожидаете. Или его появление, или прям вот тот самый переломный момент. Допустим, он делает вам предложение, или вы понимаете, что мужчина действительно изменился, действительно стал по-другому себя вести. Или же вы понимаете, что вы встретили нового мужчину и прям резко чувствуете и понимаете, осознаете, что он вас любит. Да, вот мужчина действует так, что вы понимаете четко и ясно, что он вас любит. И это произойдет неожиданно. То есть неожиданный шанс или на восстановление отношений, или на новую любовь, причем развитие отношений и восстановление, и новые отношения может быть таким стремительным, чего вы тоже не ожидаете. То есть как-то все очень быстро может произойти. Очень быстро. Буквально это не то, что вы встретились с мужчиной, и потом 10 лет встречаетесь, и он через 20 лет вам делает предложение. Здесь может произойти все в считанные какие-то там дни, недели, месяца. Очень быстро, когда вы точно поймете, что это ваш мужчина. Но для этого надо включать здравый смысл, мозги, извините за выражение, и стараться свои эмоции немножечко так, не то чтобы охлаждать, но приструнять и все-таки анализировать. Вот так. Давайте теперь спрошу, что вообще вам хотят сказать сейчас высшие силы по поводу вашего мужчины или нового мужчины? Что вам хотят сказать сейчас? Вам и ему вместе. Вы два маленьких ребенка, по сути. Порой бывает так, что страсть вспыхивает между вами, и вы можете все крушить, ломать на своем пути. Кстати, во время всего расклада именно вот это идет красной нитью, что и вы, и он можете быть вспыльчивыми, можете быть такими, говорить слова, которых на самом деле не хотите говорить, можете разрушать что-то, да, в том числе и ваши отношения. Вот вам в этом и говорят. Не делайте этого.
Вот именно над этим вам действительно нужно поработать. Если вы чувствуете, что слишком много страсти в вашем сердце и слишком вы темпераментны, следите за своими словами, следите за своими поступками для того, чтобы ваши отношения сложились по-настоящему гармонично. Смотрите, аркан Иерофант вышел. Вы уже прошли очень серьезный жизненный опыт. Вы уже опытный человек. Вы уже сделали определенные выводы из того, что с вами произошло в жизни. И вы в состоянии не повторить предыдущих ошибок. Не повторяйте их. То есть не нужно говорить на повышенных тонах, не нужно ревновать, не нужно что-то друг друга в чем-то упрекать. Это касается и вас, и его, но больше это даже сейчас к вам относится, вам как предупреждение идет. Когда вернется ваш мужчина, появится, или же настоящий мужчина, или же придет новая любовь, учтите, пожалуйста, эти моменты. Вам говорят, вы уже достаточно мудры для того, чтобы не повторять предыдущих ошибок, и для того, чтобы новые отношения не были разрушены под влиянием этих незрелых энергий. Вот такое послание вам сегодня будет. Убираем все карты. Оставляем только вас и его, император, императрица. Как всегда, берем вас вместе. Складываем лицом к лицу. Вот вы как обнимаете друг друга и целуете. И просим высшие силы, о высшие силы, о Вселенная, пожалуйста, сделайте так, чтобы сегодня или в ближайшее время та женщина, которая смотрит этот расклад, встретила того самого, единственного, неповторимого, любимого, бесценного. Если вы считаете, что тот мужчина, с которым женщина в отношениях сейчас, является этим единственным, неповторимым и бесценным, то пускай появится он. Появится только с позитивными инициативами, с любовью, теплом. Если же вы считаете, что женщина достойна новых отношений, та, которая смотрит сегодняшний расклад, то, пожалуйста, сделайте так, чтобы как можно быстрее в жизни этой женщины появился тот самый единственный, неповторимый, бесценный. И чтобы она имела силу духа, мудрость принять этого мужчину в свою жизнь и построить с ним по-настоящему гармоничные отношения. Мы знаем, что вы слышите нашу просьбу. Вы услышали ее и уже выполняете наш запрос. Благодарим вас. Да будет так, и так уже есть. Аминь. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели до конца вызов. Вызов надо смотреть от начала и до конца, для того, чтобы энергии сработали наиболее мощно и быстро. Конечно, помните, что по вере вашей дано вам будет. Верьте, доверяйте полностью высшим силам, ибо они нас ведут по жизни, и они делают для нас все возможное для того, чтобы мы совершали как можно меньше ошибок. Если же ошибки совершили, то они помогают нам простить себе эти ошибки, сделать соответствующие выводы и идти вперед. Желаю каждой из вас встретить того самого, единственного, любимого, неповторимого, бесценного, или чтобы мужчина, который является таковым, и вы уже находитесь в отношениях с ним, вернулся в вашу жизнь, и вы больше никогда с ним не расставались. Поздравляю всех с наступающим 8 марта. Всех целую, люблю. Дай Бог вам всем милости и благословения высших сил. Пока-пока, мои дорогие. До следующего расклада.